Ребят, всем еще раз привет. Снимаю видео уже через несколько дней, чтобы показать вам то, что у меня высохло. Что я скажу еще по поводу масс сначала. Я, конечно, немножко затупила, потому что нужно было нормально подождать, пока смесь впитается, то есть она немножко должна была адаптироваться, подстроиться. Сухие компоненты пропитались влажными, и все смешалось воедино, в общем. Сейчас покажу массы, которые я уже смотрела потом на следующий день, и они стали в разы лучше. Одна из них какая-то у меня слишком липковатая получилась, то есть недостаточно сухого вещества. Так, это у меня нормально. Вот смотрите, какая масса. Сейчас я буду вспоминать, из чего она. Она такая упругая. Да, это, я так понимаю, что это та самая масса с добавлением бумаги. Вот, смотрите, видно волокна все. То есть она, естественно, не тянется, это не холодный фарфор, так и не должно быть. Вот, то есть абсолютно спокойно я ее разминаю в руках, она похожа чем-то даже на пластилин. Возможно, даже, ну да, то есть ее если размять, то она становится более однородная. Сразу все крупинки, все какие там ворсинки пропадают. Вот, она стала просто как пластилин. Так, камера. Очень хорошо, то есть даже с учетом того, что здесь бумага, обычная бумага, не микрокристаллическая целлюлоза, там не какая-то из гигиенических средств, это обычная бумага, но при этом можно делать абсолютно ровно, заглаживать все. В общем, делать абсолютно ровную поверхность. Абсолютно ровный шарик. И, естественно, все это замывается водой. Это такая особенность работы с ней. То есть вы обмакиваете, например, палец в воду и заглаживаете какие-то, если трещинки появляются, потому что такая глина быстро подсыхает, то есть на ней образуется, ну, не корочка, но, в общем, так оно работает. Кстати, если глина подлипает все-таки, но добавлять, например, каолина уже не хочется, потому что каолин, он сильно так впитывает, сильно подсушивает. Можно немножко замешать либо крахмала, либо муки, чего-то такого, либо талька, детскую присыпку можно использовать. Она становится более податливой, и это крахмал никак не способствует разрыхлению сильной массы. Не как холодный фарфор. Например, холодный фарфор много крахмала замешивать нельзя. Маленький кусочек, это тоже бумага, смотрите-ка. Это, видимо, какой-то у меня кусочек, который я недоразмешала, то есть у меня тогда в чашке осталось еще немножко недоразмешанный, недоведенный до кондиции. Этот я пока что уберу, это не говорит ни о чем, потому что я не доработала этот кусок. И, наверное, обычная глина без добавления бумаги. Она как-то более липкая, что ли. Она без ворсинок, но тоже такая довольно... Угловастые такие уколки у нее, колкая такая на разрыв. Вот, тоже лепится. Но все-таки мне, если честно, с бумагой понравился больше вариант. И даже по свойствам того, как это потом высыхает, сейчас я, конечно же, покажу. Да что ж камера это не хочет это самое брать нас во внимание. Она точно так же замывается при необходимости. Вот такой кусочек ровненький, все, то есть все отпечатки, все мелкие детали будут передавать практически так же, как и холодный фарфор. Масса отличная, но это такие базовые рецепты, которые я бы советовала попробовать тем, кто просто вообще впервые начинает работать с глиной, если вам не хочется брать покупную, потому что с покупной тоже мороки достаточно. Я считаю, что большинство марок, которые продаются, они недоработаны до ума, как бы не доведены. Я считаю, что самое лучшее то, что ты можешь сделать сам. Никаких сложных рецептов нет, все доступно, все продается, можно сделать самостоятельно хорошую глину. Так, это я убираю. В общем, да,
Хочу сказать, что видео, возможно, первую часть видео, которую я снимала, будет немножко такая обрезана, потому что я немножко испугалась. Когда я начала замешивать клей с каолином, тогда у меня все пошло не по плану, оно почему-то стало все очень липким. Я пошла все это смешивать в ванну, руки все были липкие, я постоянно отмывала. Мне нужно было просто подождать, пока каолин впитается в клей. Или клей в каолин. Но ничего дополнительного я не замешивала туда, и все получилось отлично. Так что можете поверить на слово. В следующих рецептах, которые я буду публиковать, конечно же, я попытаюсь все подробно показать смешивание. В тот раз я думала, что у меня ничего не получится, и поэтому не стала снимать все, что происходит в ванной. Но, как оказалось, все отлично. Теперь посмотрим на детальки, которые у меня высохли. Я на следующий день не дождалась и начала тюкать, короче, все эти штуки. Это сломанная деталька, но она сломана не потому, что она, например, упала у меня, а потому что я ее хотела сломать. И причем, да, эта деталька не до конца высохла, и она сломалась ровно в том месте, где вот здесь был загиб такой, неровность, и в этом месте она и треснула. То есть в реальной жизни такого не должно происходить, тем более нужно дождаться, когда все высохнет. Так, это у меня, насколько я понимаю, деталька с бумагой. Это деталька без бумаги, и что замечу, там, где не было бумаги, она ее повело, то есть она высохла неровно, хотя они лежали одинаково абсолютно. Это высохло ровно, как она и лежала, то есть нету никаких перепадов, а это просто вот. Причем они вот, смотрите, обе, эту я не буду показывать, что она, мне кажется, дальше доломается, если я начну. 20 сантиметров высоты, вот, на уровне глаз, над столом. Она сейчас упадет и не сломается. Вон, пожалуйста. Они крепкие, и причем заметьте, что здесь довольно-таки тонкий слой. А теперь посмотрим на сосиски, колбаски, которые получились. Это деталька без бумаги, а это с бумагой. Вы меня спросите, что, как ты поняла, какая из них какая? Сейчас объясню. Вот это без бумаги, она вообще никак не гнется. А это, представьте себе, гнется. Я не знаю, получится ли показать на камеру, но вот я пытаюсь согнуть, видите? Блин, фокус, конечно. Вот. Я медленно гну, конечно, я не пытаюсь гнуть как резину, потому что она тогда, скорее всего, лопнет. Но вот я держу этой рукой прочно. И вот, смотрите, она играет туда и сюда. Это деталька с бумагой. В этом офигенная особенность, в этом, я считаю, что круть. Причем хочу заметить, что сюда я добавила абсолютно мало бумаги. По-хорошему нужно было добавить побольше. То есть я выложу такой тоже рецепт, где будет на большом количестве бумаги в составе. И да, эта армирующая штука, она добавляет гибкости. А гибкость обеспечивает, как это называется, когда не ломкая, наоборот, крепость. Гибкость обеспечивает крепость, потому что деталька, если... Ой, ну вот, я сломала. Доигралась. Ну, нужно заметить, что это тонкая деталь, поэтому ей это простительно. Тем не менее, да, она гнется, все отлично. Эту детальку я сейчас попытаюсь погнуть, и она просто сломается. О, смотрите, она даже немножко согнулась, но, тем не менее, все равно сломалась. Вот эта деталька без бумаги. Или с бумагой, подождите-ка. Нет, без бумаги. В общем, такой у меня получился эксперимент. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Я еще раз повторюсь, что будет очень много рецептов по самозастывающей глине. Будут рецепты холодного фарфора. И, конечно же, изделия из них. Еще раз всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте, подпишитесь на канал. Хочу, кстати, обратиться к тем, кто на меня уже давно подписан. Хочу вас попросить об одной такой услуге, чтобы вы отписались, потом подписались, затем нажали на колокольчик и поставили все уведомления. Просто это такая фишка нового Ютуба, что каналы, которые давно уже на Ютубе, они подвергаются атаке по удалению подписчиков и по снижению активности, то есть мои видео почти никому не показываются. Это можно заметить по просмотрам. А если вы переподпишетесь на меня, YouTube увидит, что все-таки вы смотрите, и поймет, что мои видео нужно рекомендовать, что у меня не заброшенный канал. Я его, конечно, забрасывала на 1 год, когда был коробка Windows. Практически ничего не выкладывала. Это была вынужденная мера, я очень сильно переживала.
по этому поводу и очень расстроена была, что у меня не было возможности ничего выкладывать. Но такова жизнь. Надеюсь, что такого больше не повторится. Сейчас у меня, конечно, тоже очень сложные условия. Тем не менее, я очень стараюсь. Надеюсь, что у меня все получится и больше ничто не будет влиять на способность мою записывать видео. Ну что, всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока. И сосед начал стучать. То ли он мне сигнализирует что-то, не знаю. Thank you.